Esenmisiniz hürmetli Faride Hanım. Esenmisiniz? Вы у нас становитесь постепенно одной из самых лучших мастериц татарской кухни. Что сегодня вы задумали приготовить? Мы сегодня будем готовить якмыш. Да. Не обычный якмыш, а с ливером. С ливером? И вот это, откуда этот ливер? От чего у нас остался такой ливер? Скажите, пожалуйста. Вот резали гусей, остается ливер. Я вижу здесь сердечки, желудки, Жир. печень и даже какой-то очень хороший жир. Да? Ну, с чего начинаем? Начинаем с желудка. С сердечек, да? Нет, О, желудка. желудка, извиняюсь, желудка. Я смотрю, вы режете желудок такими кусочками, чтобы в рот удобно поместился, или как? Это чтобы побыстрее варился. Это будем все пропускать через мясорубку. То есть вы сначала сварите желудочки, Да. а потом пропустите через мясорубку, да? Да, да. Понятно. А что вы еще будете добавлять, когда будете варить желудки? Просто так будете варить или Лук, что-то? морковь буду добавить. Ну, для вкуса, Для да? вкуса. Что обычно добавляют для вкуса? И понесли варить. Хорошо. А воду посолите, наверное, как вы думаете? Да, посолим. Лук добавим целиком, а морковку порежем вот кусочки. Ну, такие удобные кусочки, Да, да, удобные кусочки. чтобы аромат немножко лучше вышел. И соль сюда, одну ложку. А сейчас займемся тестом. Что понадобится для теста, скажите, пожалуйста. Для Фарида? теста понадобится сметана. Так. Ну, здесь я вижу, наверное, грамм 200 сметаны, да? Примерно? Или на глаз? Как у вас? Как у нас на глаз. Татарстане все готовят на глаз. Вот сколько захочется, грамм столько и 200. положите, да? 200. Это что, молочко? Это молоко, это катык вот. Катык. Ну, можете катык взять, можете ряженку взять, можете мацони взять, йогурт взять простой, да, разумеется, без ягод. Любой какой-то кисломолочный продукт. Молоко, Молоко. Это что у вас, сахар? это сахар. Ложку. Вкусное тесто получится, слушайте. Так, чуть-чуть соль, да? И вот я вижу у вас здесь масло. Масло. Это для смазывания или для чего? Нет, это для теста тоже. Да, пожалуйста, добавляйте. А там что? Это чайный сода. Хорошо. Ну правильно, раз вы положили катык, это кисломолочный продукт, вместе с содой он разрыхлит тесто, сделает тесто более таким рыхлым и мягким. И сейчас и масло туда же. О, растопленное сливочное масло, да, Растопленное горячее. сливочное масло. Хорошо, и теперь сколько муки вы будете добавлять? Ну, на глаз уж, На как у глаз. нас, да. Хорошо. То есть замешивается самое обыкновенное тесто, и видите, муки добавляет Фарида Ханум столько, сколько понадобится. Тесто каким должно получиться? Твердым, жестким или каким? Или мягким? Как? Мягкое тесто. Закатывать будем потом. Мягче, чем на пельмени, да? Наверное, Да. примерно такой, как вы на балиш делаете. тесто, Ну, примерно так, да. такой, да. Мы уже готовили яхмыш однажды, но это было яхмыш с пшенной кашей. И это было очень вкусно. Якмыш с ливером получается еще вкуснее. Хорошо, дай бог здоровья вашим рукам. Знаете, вот опубликовали 2 видео с вашим участием, и люди столько много хороших слов написали. Вы хоть прочитали эти комментарии? Прочитала, мне было очень приятно. Я буду стараться еще лучше. Молодец. Куда еще лучше? Вы и так уже такая старательная женщина, такая аккуратная.
Очень приятно у вас находиться дома. Спасибо. Знаете, здесь, в этом доме, чистота, порядок. Здесь живут мама и папа Фариды Ханум. Кто не смотрел прошлый ролик, посмотрите, как к ним относятся. Старики тоже очень ухоженные, в доме полный порядок, и в этом доме всегда вкусно пахнет. По-моему, круглые сутки у вас здесь вкусно пахнет. Да. Много готовить приходится, много заказов у вас, да? Да, много, почти каждую неделю. Вот, обычно я готовлю на свадьбу, на никах. То есть Фарида Ханум, хоть она и дома работает, но ее уже, можно сказать, профессиональный повар, потому что ей заказывают ее вот эти знаменитые балиши. Что еще? Какие еще у вас заказы? Бауырсак, чак-чак, урама. Вы все вот это умеете делать? Да. Зачем мы ездим по всему Татарстану? Надо было сразу сюда приехать и всю книгу здесь бы написали. Но я хочу сказать, что, наверное, все-таки один из самых главных ваших продуктов, знаменитый продукт, это гуси. Это гуси, да? Да, Вяленые гуси в вашем исполнении необыкновенно вкусные. Кто пропустил этот ролик, обязательно посмотрите. Вы знаете, мы остановиться не могли. Я уже потом кричал на операторов: хватит, давайте снимать дальше, потому что остановиться не могли. Было очень вкусно. И гусь соленый в банке — это шедевр, ребята. Это шедевр. Каждый охотник, каждый рыболов, каждый парень, который отправляется куда-то в путь, должен иметь с собой на всякий случай одну такую банку с гусиным мясом. Интересно, с утиным мясом можно тоже так сделать? Утиное мясо тоже можно посолить, наверное? В банку засолить? Можно, наверное. Ну, гусь вкуснее, наверное, все-таки. Гусь вкуснее. Она гуся выращивает, поэтому ей гуси вкуснее. Фарида Ханум, ну вот, честно, наверное, нужно еще чуть-чуть муки, да, добавить? Как вы Чуть-чуть еще, да, добавляем. А вот вы расскажите, может быть, расскажите, как вот вы добавляете, что должно, каким должно получиться тесто, чтобы сказали: вот хорошо, хватит. Вот когда рукам перестанет липнуть, это тесто уже готово будет. К рукам и к тазику, да? Да. Сейчас займемся жиром. Да? Ага. Что будете делать с этим жиром? Сейчас режем на куски, потом в сковороду положим. Чтобы выкипелся жир, да? Да. И потом на этом жире будете Буду жарить сердечки, печень, да. да? А лук куда? Лук туда же. О, это тогда вкусно будет. Да. Еще бы, столько жира, гусиный жир. Все обжарим. Это внутренний жир с гуся, да? Это который, внутренний жир гуся. Вокруг кишок, да, находился? Да. Кишки от гусей как используются? Используются в пищу? Используется. Вот у меня муж говорит, это на охоте вот это обматывает на ножки. Вот они так кушают, делается. То есть на гусиную ножку наматываются кишочки, Кишочки, что потом да, варится? варится, да. Ну вообще, знаете, кишки там многие брезгуют, да, что-то говорят там какие-то. Я хочу сказать, что кишки используются для любимого лакомства всех народов, для колбасы. Самая лучшая, самая хорошая, самая натуральная колбаса готовится в натуральных кишках. Разумеется, они тщательно вычищаются, их выворачивают наизнанку, чистят и потом начиняют колбасой. И кишки — это фактически идеальный чистый белок. Очень ароматный, очень вкусный. И его можно добавить, вот, когда готовят что-то с ливером, например, азербайджанское блюдо джизбыс, туда добавляют бараньи кишки. Точно так же печеночка, сердце. Ну, что внутри барашка бывает. Внутри гуся то же самое. Да, значит, сердечки тоже будете нарезать? Сердечки целиком. Сердечки целиком оставить? Да, и правильно. Они же в руку поместятся. Поместятся. Вот сейчас выкипится жир, мы положим лук. Так. Лук обжарится чуть-чуть. Ну, какой цвет должен быть? Золотистый? Ну, чуть-чуть золотистый. Да. Приятный, да? Приятный, Красивый. да. И потом? А потом сердечко положим и потом печень. Понятно. Все очень логично, потому что печень готовится очень быстро, сердечки чуть дольше.
А лук, ребята, если вы хотите получить вкусный запах лука, должен жариться еще дольше. Поэтому лук кладется вперед. Сейчас это блюдо надо посолить и поперчить. Вы имеете в виду печень? Печень. Да? Давайте. Ух, Печь. как вкусно пахнет. Печень долго жарить не надо, потому что жесткой будет. И кроме того, ее ж потом еще предстоит готовиться, да, уже на пироге, Да. когда мы сделаем фарш. А как там, интересно, желудочек и морковка? Желудок сейчас добавим туда. Вот. Отлично все сварилось, очень все аппетитно выглядит. А желудок я предварительно сварила, чтобы мягче было. Понятно. Понимаете, вот внутри гуся из одного гуся выходят разные части, да, где желудок, там кишочки, печень, сердечко, жир. У каждого продукта свое время приготовления. И хороший повар всегда сделает так, чтобы все продукты были готовы одновременно. Если желудки готовятся дольше, ну, значит, поварить их. И, кстати говоря, если бы их пожарили, они бы жесткие стали. Вот именно что сварить надо. Сварили, вот теперь получилось хорошо. Хорошо будет. Чуть-чуть пускай остынет, да, наверное? Да, это должен сейчас остыть и потом через мясорубку. Перемешать все, да, чтобы соль равномерно дошла, Да-да-да. чтобы жир покрыл каждый кусочек желудка, морковки. Да, жир это такой продукт, в котором растворяются все запахи и ароматы. Если хотите, чтобы, вот, например, что бы вы ни готовили, что если хотите выделить запах какого-то продукта, этот продукт должен искупаться в жире. И в жир перейдет запах от этого продукта. Ну, пусть остывает. Сейчас Чай попьем. чай попьем. Вот сейчас все остыло, сейчас это все будем крутить через мясорубку. Хорошо. И вы прямо жир туда тоже добавите, и морковку тоже туда, да, добавите? Все добавим сюда. Фарш. Понятно. Это уже очень вкусно пахнет. Вы не пробовали? Нет, Попробуйте. жирный очень. Морковку тоже добавили в фарш. Морковка дает сладость, вкус отдает это. И фарш становится вкуснее, да, за счет морковки? Да. Хорошо, супер.
Не поднялся. Поднялось тесто, да? Чуть-чуть только. Не Ну, очень. Сколько соды положишь, столько поднимется. Но самое главное, все равно тесто будет мягкое и очень вкусное. Что там невкусного было? Там были и сметана, и масло, и коты. Да. Насколько лепешек хватит у вас? Как думаете? Это вот примерно на 3 лепешки будет. Ну у вас сковородка большая. Да. Конечно. Так можно было бы и 4 сделать, если бы сковородку маленькую взять. Так, разделим на 3 части. О, какое тесто приятное. Вот что значит умеет человек работать с тестом? Посмотрите. А? Вот. Какой миксер так сделает? Я всю жизнь работаю с тестом. Я люблю делать это. Вот это чувствуется, вот это видно. Вот видите, любовь, опыт и золотые руки. Вот что такое секрет успеха. Сковородку будете смазывать каким-то Да, маслом или что-то с маслом такое, да? буду. Ну, что- Сковородку с маслом. Замазу. И печь будете вот в духовке, да, не на Духовке. газовой? Нет, в духовке. Хорошо. Так, сейчас раскатаем тесто. Ну вот зор балиш – это то блюдо, которое, за счет которого вы прославились. И к вам приходят, заказывают для свадьбы, для дня рождения, для всякого торжества там и так далее, да? Насколько надо человеку, вы можете сделать. Скажите, пожалуйста, а дома ваши родные какое блюдо больше всего любят? Родители, дочка, Да как ваша уж. большая семья? Мужу все, муж все любит. Молодец. А сын у меня любит блюдо из картошки. Вот беренге перемеше, костовой. Он не любит мясо. Вот такую вы раскатали лепешку, как лаваш получился. Как лаваш получается, Так. как на пиццу. Это сейчас пойдет в сковородку. Чуть-чуть маленький бортик вы оставили. Да, я да, вижу, да. Чуть-чуть выше дна сковородки, чтобы Да. бортик поднимался. Вот так. Ну и хорошо. И теперь сюда И начинку. теперь сюда начинку. Я сфотографирую. Это все выглядит очень вкусно. Знаете, пока был небольшой перерыв, я немножко начинки попробовал. Да ее так можно съесть. На хлеб намазывай и кушай. Но по сути дела, это самое Фарида Ханум сейчас и делает. Лепешка в духовке поставить, что будет? Хлеб, лаваш. И сверху намазан вот этот вот прекрасный паштет. Я иногда люблю ставить опыты, эксперименты делать. Я приготовил однажды хороший, очень хороший паштет из печени. И сделал тесто, как для торта Наполеон. Торт Наполеон, представляете себе тесто, такое хрустящее, да, тесто. И вместо крема положил этот паштет. Я сделал Наполеон с паштетом для закуски. Да. Понимаете, гости приходят, вот сначала им что-то хочется там закусить, да, еще там до обеда. Вот тут Наполеон с паштетом я написал рецепт в одной своей книге. И рецепт этого торта Наполеон и других таких самых вот любимых наших блюд я поместил вот в эту книгу. Книга называется «Сталих Видеобук». Это моя книга номер 10. Понимаете? Когда-то была книга номер 1, 17 лет назад вышла моя первая книга. А это уже книга номер 10. И я хочу подарить эту книгу вам. Ой, большое спасибо. Здесь очень много. Вот смотрите, это тоже татарские, но крымско-татарские блюда любимые, чебуреки. Все очень популярные блюда здесь находятся. Там узбекская самса, манты, всякие плов. В общем, все, что любят люди, все здесь. Кстати говоря,
Ведь во всей стране называют беляши. То, что в Татарстане называют перемящи. А мы говорим беляши. Вот везде. В Узбекистане то, что говорят, все говорят беляши. Беляши и перемячи тоже входят в число наших любимых блюд. Поэтому их рецепт здесь тоже находится, в этой книге. Итак, вы взяли только желтки, да? Да. Возьмем желтки только. А что у вас там в сковородке? Это топленое масло. Топленое Сливочное масло. Сливочное. Подогретое, да? Я Да, вижу, что оно не совсем прям не кипит, Да, но да. вот подогретое. Подогретое. Так. И что вы делаете? Вот сейчас вот желтки перемешаем и масло сюда. Давайте. И с этим намазываем наше блюдо. Ну давайте. Так, сейчас вот чуть-чуть бортики делаем. Бортики чуть-чуть поджимаете, да? в Да, середине? да, да. Ой, как красиво получается. И в печку. Еще 2 сковородки точно так же делаем. Хорошо. Что, готово? Вот наше блюдо готово. Так, Сейчас очень нам- аппетитно выглядит. Да. Сейчас намажем сливочным маслом. Тесто. Тесто, да. Очень хорошо. И тесто, и это. Начинку Можно, тоже? Можно, наверное. Но это будет вообще бомба просто. Да. Это будет просто бомба. Слушайте, а нож есть рядом? Есть. Давайте отрежем один кусочек. Давайте. Попробуем, как получилось, а? Давайте. Эх. Вот. Значит, это называется Это ливерный называется яхмыш. ливерный якмыш. Интересно, как раньше называли? Слово ливер раньше не говорили? Положиться. Ух, какая красота. Говорят ливерный яхмыш. Я не знаю, я бы это сказал. Татарская пицца. А? Смотрите. Да. Чем не пицца? Лучше, чем пицца. Это, да, татарская пицца. Ну-ка, ну-ка. Смажьте как следует. И можно, наверное, уже смазывать и пожелать нашим дорогим зрителям, подписчикам, читателям книги по-нашему, по-татарски вместе. Ашlarınız temiz bulsun. Счастье кулинара. Знаете, почему я так назвал эту книгу? Дело в том, что я стал счастливым человеком только тогда, когда начал заниматься исключительно кулинарией, моим любимым делом. А как же я стал кулинаром? Эта книга во многом автобиографическая. Только и биографию свою я рассказываю не когда родился, где крестился и так далее. Я рассказываю в этой книге, что я любил кушать в детстве, что для меня готовила мама, бабушка, другие родственники. Например, что готовили при моем рождении. Вот, будет смеяться, готовили не плов, готовили пельмени в день, когда я родился. То, что я, как уже говорил, очень любил в детстве. То, что мы с супругой стали готовить, когда создали семью. И вот вся история нашей семьи рассказана через вот эти блюда, которые мы готовили вместе. Баварские сосиски. Ждали вы от меня такого блюда? Вот, например, салат по-уйгурски из требухи. Этому салату я научился уже когда вполне осознанно занимался кулинарией. Картофельный салат, но не обычный, как все готовят, а
уникальные, с особым вкусом. Маринованные баклажаны. Знаете, надо вот один раз взяться, замариновать и очень долго радовать. Как приготовить там малосольные огурцы, соленые огурцы, как приготовить бочковые помидоры соленые, как законсервировать помидорчики и огурчики. Одним словом, здесь рассказано о блюдах на все случаи жизни. Корейские, узбекские, русские, вот даже испанское, пожалуйста, гаспачо. Здесь масса блюд со всего мира. Все то, что помогает нам, я имею в виду нашей семье, жить очень вкусно и счастливо. Я от всей души желаю такого же счастья всем хорошим людям. Мороженое. А как не побаловать внуков мороженым? Знаете, как они любят мороженое? О, куличи. Одним словом, эту книгу, по моему мнению, должна иметь каждая хорошая семья, увлекающаяся кулинарией. Купить эту книгу можно только в моем интернет-магазине stalik.ru. Она не продается ни в каких других интернет-магазинах, не продается на маркетплейсах. Stalik.ru вам помогут выбрать еще другие книги в подарок вашим друзьям. Если вы купите 2 книги, либо 3 книги, там постоянно проходят какие-то акции, скидки, то одну книгу вы можете получить даже бесплатно. Одним словом, обращайтесь на сайт, звоните, пишите. Мы будем вам очень рады.